Всем привет! Сегодня 23 января. Группа, точнее не группа даже, а сообщество виноградарей РБ организовало такой флешмоб, я бы сказал. Праздник бесплатной раздачи черенков. Вообще планировалось это все на 16 января, но так как были сильные морозы, перенесли это все на 23. Вот сегодня 23 января, и прошла бесплатная раздача черенков винограда. Организовал этот праздник Алексей Чайковский. Он является админом группы Виноградарей РБ. Точнее, это даже не группа, это сообщество. Ну, для простоты общения я буду называть это группой. Он предоставил свою территорию, он закинул информацию по поводу бесплатных этих черенков. Если честно, чем мне нравятся технари? У нас как бы разделение идет. Есть технари, это кто выращивает технические сорта, и столовики, которые столовые сорта выращивают именно на покушать. А технари это больше для виноделия. Среди столовиков как бы черенки, они идут за деньги, как правило. Ну, для меня это уже было нормой, потому что, когда я начал заниматься этим делом, конечно, про бесплатно вообще и речи не было. Потому что для Беларуси это, в принципе, довольно новая культура. А технари, они начали ее продвигать безвозмездно. Саженцы это одно, как бы саженцы все-таки заложен какой-то труд. А черенки, ну, срезали, либо выкинете, либо все-таки раздадите. Поэтому, ну, вот у них как бы такая вот традиция пошла. Они никогда никому не продавали черенки, они всегда раздавали. И вот они запустили в группе такой флешмоб, раздача бесплатных черенков. И столовики как бы их в этом плане поддержали. Поэтому я считаю это классно. Алексей, он является админом этого сообщества. Поэтому, блин, респект и уважуха ему, реально. Он это все организовал. Я поучаствовал в этом процессе, я передал целую охапку черенков. И вы знаете, на удивление, очень много кто поучаствовал в этом и реально передал бесплатно кучу черенков. Реально была куча. Получилось, я примерно посчитал, это получается 30 сортов, это технические сорта для вина, для виноделия. И 60 сортов и формы для столовых сортов. Поэтому, по-моему, это круто. Если бы вот я когда лет 9 назад начинал этим заниматься, если бы в те времена было так организовано, блин, ну я бы был бы просто счастлив, потому что, ну, это было нереально на те времена. Сейчас, ну, это круто. Организовано это было с 9 утра до 17 вечера, но реально это все гораздо раньше закончилось. Я вам скажу так. Я, кстати, в конце видео приложу список, какие сорта были предоставлены. Меня это просто ошарашило. Я не думал, что настолько много инициативных людей, которые это все предоставили. Это все бесплатно. Это удивительно, реально. К 9 утра, как оказалось, там уже толпа людей собралась, и реально все просто размели. Там было просто куча сортов, куча саженцев. Я приехал часам к 11, конечно, там уже были объедки, остатки. Но, кстати, организаторам надо отдать должное еще, кроме того, что они организовали это, они еще предоставили для гостей глинтвейн из домашнего вина. Ну, по-моему, это вообще супер круто. И рекомендовали приехать без машины, чтобы действительно продегустировать, чтобы было все по полной программе. Алексею Чайковскому отдельный респект и уважуха. Кстати, у него есть свой интернет-магазин vinorob.by. И там все предоставлено для виноделия, для виноградарства,
Поэтому заходите, смотрите, созванивайтесь. Он и привозит большие партии, и рассылкой, по-моему, тоже занимается, но это уточняйте на месте. Молодцы, всем спасибо. Леша, тебе особый респект. Реально сначала все это происходило от технарей. Они каждый год обменивались, дарили. У них всегда это было в пределах нормы. Столовики в этом году подписались к этому делу. И настолько масштабно, что это просто, я не знаю, у меня нет слов. В конце видео, опять же, повторюсь, я оставлю все сорта, которые были предоставлены. Но к моему моменту уже, к моему приезду к 11 часов, там практически ничего уже не осталось. Там остались какие-то единицы. Поэтому молодцы. Это все было сделано для продвижения виноградарства в условиях Беларуси. Потому что это для нас культура новая. Поэтому, по-моему, это классно. Много привез кто свои домашние вина и более крепкие напитки. Если бы я, конечно, приехал пораньше, часам к 9, ну, скажем, проспал, поленился, то это было бы, наверное, на порядок сюжетнее. Ну, как получилось, так получилось. Меня просили как бы заснять. Ну, честно говоря, когда я приехал, снимать уже особо было нечего. Но удовольствие я реально получил. Поэтому, по-моему, без проблем. Вообще все супер. Обменялись опытом, поделились какими-то своими наработками. Ну, вообще, в период пандемии, конечно, это все проблематично. Все хотели встретиться, все хотели пообщаться. Ну, в общем, общение удалось. Как бы не на том уровне, как хотелось бы, но кто хотел получить какую-то информацию, он реально ее получил. Итак, как я обещал, я предоставляю полный список, полную информацию, поэтому, кому интересно, ставьте на паузу, потому что я довольно бегло это все пройдусь. Покажу. И кому интересно, посмотрите, там есть и технари, и столовые сорта.